Всем доброго времени суток. Давно хотела записать видео по теории боя в Mortal Online 2. Я играю с беты в Steam, то есть с ноября. В первую часть не играла, поэтому, возможно, гайд будет и неполным. Но я надеюсь, что новичкам он поможет разобраться в основах боя, так как более-менее полных гайдов по этой теме нет. Заряженный удар. При обычном ударе нам нужно его зарядить. При зарядке сначала заполнится кружок на месте курсора, а затем он мигнет. После этого удар считается полностью заряженным. Однако в бою полная зарядка обычно не используется, так как враг успеет отреагировать на нее. Заряжается либо полный круг, либо неполный, в зависимости от ситуации. На примере в видео используется костяной меч, так что не удивляйтесь низкому урону. Обычный финт делается с помощью кнопки финт. Заряжаем удар, можно не полностью, отменяем его и заряжаем другой удар. Таким образом можно обмануть неопытного игрока. Парирование. Если поставить блок на удар врага, он пройдет в парирование, и вы практически не получите урона. Существует окно парирования. Если удерживать блок слишком долго, то вражеский удар пройдет в блок, и по вам пройдет часть урона. Количество урона определяется вашим навыком блокирования, а также броней на вашем теле и броней щита, если он есть. Парирование со спины пробивается в блок. Блок со спины пробивается в фулл урон. Репост – это удар после парирования. Репост делается кликом без зарядки и всегда наносит урон полностью заряженного удара. Существует окно репоста. После парирования у вас есть примерно 2-2,5 секунды для того, чтобы отдать репост. В свою очередь, late репост – это репост, отданный в конце окна репоста, а не сразу после парирования. Такой удар может застать врага врасплох. Свечи с помощью лейт-репостов – основа массового боя в этой игре. Если против вас два врага или идет любой недуэльный файт, то лучший способ наносить урон – это свечи. Ищем хлебушка, который дает вам пари, свечимся в наиболее слабую цель и отдаем ей лейт-репост. Counter Reduced – это механика, которая уменьшает весь входящий урон по вам в 2 раза, если вы находитесь в процессе репоста. Это также можно использовать в бою против двух противников для уменьшения входящего урона по вам. Финт от репоста. Похоже на обычный финт, только делается от репоста. Первую атаку заряжаем, удерживая кнопку атаки. Отменяем финтом и даем вторую атаку кликом, как обычный репост. Если попали в тайминг, урон от второй атаки будет полным, как при обычном репосте. У оружия есть траектория взмаха. Если лезвие встретит свою цель в начале взмаха, произойдет аксель, то есть ускоренный удар. Такой удар будет чуть быстрее обычного удара. В конце взмаха будет драг, то есть замедленный удар. Аксели и драги можно использовать для того, чтобы не бить рукояткой. Изменив направление взгляда, можно ударить врага лезвием, даже если вы стоите к нему вплотную. Аксель можно использовать для ускорения удара. При неполной зарядке и проведении удара акселем заблокировать такой удар может быть довольно сложно, особенно в полубитве. При проведении репоста акселем это будет еще сложнее. Направление взгляда. Скорее всего, вам захочется всегда держать своего оппонента в поле зрения, чтобы видеть, что он делает. Однако, если вы смотрите на врага, то и враг видит все ваши удары. Пробить таким образом опытного игрока будет довольно сложно, как бы вы ни финтили. Для этого существуют 360 удары и удар с поворотов.
Обычные удары с поворотом камеры на 360 градусов могут пробить оппонента, особенно если вы делаете удары акселями. То есть поворачиваемся налево, делаем левый удар, отпускаем до появления врага в камере и докручиваем до обычного удара или акселя. Эти удары также можно делать оверхедами и стабами, так как при многократном повторении обычных левых и правых враг, скорее всего, будет их парировать. 360 удары также можно делать и от репоста или комбинировать их с финт-репостом. Оверхеды – это ключ к победе. При определенных ракурсах врагу будет казаться, что вы делаете правый удар, а не оверхед, и наоборот. Правый оверхед на мяче делается так. Отводим камеру на 90 градусов влево, смотрим в ноги, делаем оверхед, отпускаем и доводим камеру на врага. Особенно эффективно при использовании от репоста. Не забывайте разбавлять настоящими правыми ударами справа, иначе враг привыкнет к этому. Левый оверхед – это то же самое, но слева. Отводим камеру влево, смотрим в ноги, оверхед, доводим. Этот удар разбавляется правым ударом слева. Он делается не так очевидно. Отводим камеру почти на 180 градусов, делаем правый замах, отпускаем и доводим в правый аксель. Врагу иногда будет казаться, что это оверхед. Додж футворком. Техника боя для альваринов. Обычно делается так. Даем очевидный удар в лицо врагу и сразу же разворачиваемся на 180 и убегаем. В этот момент враг пытается вас догнать, но отдает репост в воздух, а вы в этот момент даете удар на развороте во врага, который не способен поставить блок из-за промаха. Но стоит помнить, что спам этой техники приведет к тому, что враг может догадаться вас панишить. Также стоит помнить о большом расходе стамины. Паниш футворка. Если видим, что враг слишком часто использует футворк, после очередного пари преследуем его на шифте и даем лейт репост. Скорее всего, вы нанесете полный урон, а враг либо промахнется, либо нанесет лишь половину урона в Counter Reduced. Додж прыжком. Опять же, альваринская фишка. Если видно, что заблокировать не получится, а убежать уже не будет времени, можно развернуться и прыгнуть. Есть большая вероятность уклониться от любого удара, кроме оверхеда. Вот и все. Не забываем, что все техники боя можно комбинировать. И даже на гноме техника футворка может быть применима в некоторых ситуациях. Если существуют другие джедайские техники боя, не стесняйтесь рассказывать о них в комментариях. Тренируйтесь и самосовершенствуйтесь. Всем пока!